Привет, народ, с вами Скиф. Сегодня мы сравним 3 крутых атаки драконами острова Джей, чтобы узнать, какая тактика лучше, при какой расстановке и каких ошибок лучше не допускать. Погнали! Первая тактика, которую мы испробуем, это тактика, при которой у соперника стоит 4 воздушных стрелы максимального уровня на ступенях. Классическая атака, когда 4 плота мы запускаем в центр и 2 плота с драконами по бокам. На первые 3 плота ставим побольше танков, которые будут принимать на себя урон со всего острова. Ставим монашек, чтобы их поддерживать, и самые живучие отряды для атаки. И мира ставим на второй плот. На 4-м плоту располагаем менее живучие отряды. Чаще всего это лучники и маги, которые способны быстро убивать танков и драконов. На 5-ю и 6-ю лодку обязательно ставим по 2 золотых дракона и по 4 отряда редких дракончиков в каждой лодке. Прокачайте лагерь армии до 13 уровня, чтобы дракончики были 9 уровня. Так шанс успешной атаки будет гораздо выше. Стихия драконов – это огонь, поэтому нападать лучше в солнечную погоду, что сделает наших драконов сильнее, и вражеский остров будет пылать. Смотрим, в какую сторону дует ветер, и стараемся нападать всегда по направлению ветра. Тогда радиус атаки вражеских лучников уменьшится, и наши драконы проживут подольше. Если ветер небольшой, старайтесь выбирать сторону, где здание стоит ближе. Начинаем атаку. Первым делом снимаем мины. Научитесь тратить на это не более 3 десантников на одну мину. Затем приманиваем драконов со всего острова на край карты и выпускаем первые 3 плота в центральный проход. 4-й плот с нашими магами отправим немножко с задержкой, чтобы все вражеские отряды начали бить наших танков и маги выжили. Когда наша армия начала продвигаться вглубь острова, выпускаем на ближайшую к нашим отрядам стену 5-й плот с драконами. Выпускаем четко на здание. Если на стене остались лучники, стараемся атаковать немного под углом к зданию, чтобы в первую очередь драконы атаковали именно его. Помогать драконам можно десантом, добивая здание или отвлекая лучников. Когда на второй стене также останется меньше лучников, тогда отправляем 6-й плот на второе здание. К этому времени наш центральный отряд уже должен добить здание в центре. Это победа! А если ты хочешь видеть больше крутых видео по игре Island War, подпишись на канал и поставь этому видео лайк. А также не забудь подписаться на телеграм-канал, чтобы не пропустить самые свежие новости по игре. Ссылка в описании. Вторая атака гораздо легче и подходит на случай, если у врага на одной стороне стоит одна воздушная стрела, либо вторая стоит наверху. Тогда тактика гораздо проще. На 4-й плот можно добавить 2 золотых дракона, но это по желанию. Атакуем со стороны, где на ступенях стоит 2 воздушные стрелы. Направляем наши отряды немного левее. Наша задача уничтожить как можно больше войск, пока будем идти в центр. Остальное оставим драконам. Драконы с 4-го плота сожгут лучников и ближайшие защитные сооружения на ближней стене. Когда наши отряды уже окажутся в центре острова и на дальней стене станет меньше лучников, можем отправить на нее 5-й и 6-й плот с драконами. Делать это лучше ближе к центру, чтобы после сжигания верхнего этажа они полетели сразу на помощь основному отряду. Чтобы собрать такую армию, тебе надо всегда быть готовым и иметь при себе кристаллы, чтобы купить нужные для тебя отряды. Как заработать максимальное количество кристаллов без доната, я рассказывал вот в этом видео в подсказке. Если есть недобитое здание или герой, драконы помогут и тут. Это победа! Третья атака будет на круговой Джей остров. На этом острове вражеские войска будут идти по кругу и отвлекать наших драконов от нанесения урона по зданиям, что даст время воздушным стрелам и лучникам убить наших драконов. Но мы этого не допустим. Берем атаку из предыдущего примера. Снимаем мины. Направляем войска по центру, 4-й плот с драконами немного левее. Инфернальный маг убежал. Ну ничего, и так справимся. Пока основная армия сражается у входа, мы отправим с другой стороны 1 плот драконов на воздушную стрелу. Они замечательно справятся и с ближайшими строениями. Но чтобы точно сработало, лучше отправлять ближе к зданию. Вот и в нашем примере чуть-чуть не хватило добить здание, но это не страшно. Когда армия вошла на остров и лучников наверху не видно, отправляем 6-й плот с драконами на воздушную стрелу, которая стоит наверху. Видите, почему ее нельзя там ставить? Драконы отлично сожгли воздушную стрелу и весь верхний ряд. Обязательно отвлекайте инфернальных магов, так как они могут убить наших драконов. Тем временем наши центральные отряды зачистили ступеньки и почти весь оставшийся остров.
5 плотов быстро убивают Мадгуда, и вся армия идет добивать оставшиеся здания. Снимаем мины и помогаем десантам добить здание. Но это уже не имеет смысла. Долетели наши драконы. Это победа. Надеюсь, видео вам было полезно. Обязательно подписывайтесь на канал и смотрите другие видео по игре. Скоро увидимся. Всем пока.